Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. И каждый из нас сейчас находится в какой-то своей обстановке. У каждого своя жизненная история и ситуация. Но я надеюсь, ваша интуиция как раз поможет решить либо какой-то вопрос, либо рассмотреть альтернативные варианты как и развития событий, так и себя самого, может быть, в той или иной ситуации, допустить, что как-то может быть и по-другому. И мы достанем первую карту, назовем «Что важно знать?». Чего не избежать или неожиданности? А что нам может помешать или чему сейчас не время? А что нам будет помогать? И по основным сферам жизни. Это у нас дела, работа, бизнес. Посмотрим в целом энергии. Что по финансам? И личная жизнь. Это вы сами. Король кубков, ваша энергетика, то, что вы задумали, и то, что для вас сейчас у каждого какие-то свои стоят задачи. Единственное, что нам как бы карта сразу говорит, что во все вашей власти и какие-то ваши проекты, они, безусловно, как и окупятся, они состоятся, у вас вообще реализация какая-то, как ваша на повестке дня стоит, так и возможности есть. Вот для самого себя сделать что-то очень доброе, теплое, радостное, светлое. Но задача в том, чтобы вовремя переключаться между вот этими двумя энергиями. Это первое. Вот эти чувства, которые заключаются у короля кубков в этом кубке. И когда вопрос стоит какой-то, ну, совсем не в сфере чувств, когда какие-то эмоции могут помешать, он словно их так вот в кубок прячет до поры до времени. А второй момент, с чем он удачлив или с чем он удачно взаимодействует, это финансы, это материальная основа. И я надеюсь, видно. Король у нас находится словно на постаменте, кругом волны. Тут у нас и рыбы плещутся, как раз рыба по символике. В общем-то, это благополучие, это где-то про деньги. Ну и новые возможности, корабль, один из символов Меркурия. Но тем не менее, король-то у нас находится как будто на твердой почве. Это и есть тот материализм, аналогия, который совершенно необходим для того, чтобы он баланс со всеми стихиями поддерживал. И в этом он где-то похож на мага, потому что вот эти две стихии, они у него получаются, ну, как бы взаимодействие очень хорошо. Потому что если он спрячет эмоции, он видит хладнокровно ситуацию, и он становится совершенно неуязвим. Он умеет включить вовремя интуицию, и поэтому себе как и не навредить, и как будто предвидев на пару шагов вперед, просчитать, как разовьются события тоже. Поэтому пользуйтесь тем, чем вас надарила природа, в первую очередь, как будто подсказки вашей собственной души. Нет какого-то, нет какой-то, точнее, преграды или противодействия, по крайней мере, мои дорогие, на неделе для вас точно нет. Чего не избежать? Какого-то союза, видимо, вот к этим двум энергиям, правда, присоединяется, может быть, тот человек, который с вами на одной волне, какая-то личная жизнь. Это ведь может быть и дружба, которая вполне вероятно, если новое знакомство в последующем перейдет во что-то большее. Вы как будто без слов можете друг друга понимать. У кого-то могут проиграться отношения на работе, может быть, тоже есть такой человек, может быть, даже руководитель или по бизнесу. Ваш бизнес-партнер, тоже вы с ним как единое целое. Но чаще все же у нас тут больше личная жизнь, и значит, есть тот человек, который вас понимает без слов. И кадуцей, который в верхнем углу справа изображен, это как раз знак небесного благословления. Вот какой-то есть союз, когда мы как будто единое целое, мы друг друга как и дополняем, как и поддерживаем, так и какие-то могут быть даже планы общие, чего-то не избежим. У кого-то может быть и недавнее знакомство, а у кого-то это может на неделе вы такого человека встретите. Или
Вы знали его давно, но как-то он перед вами раскроется с какой-то вот такой новой стороны. Вы предполагали, может быть, иначе. Или вообще ничего не предполагали. Просто был и был, не замечали. Но вот есть какое-то, как будто взаимодействие с человеком, который для нас, знаете, как тепло нашей души может означать. Карта вообще это двойка кубков, это про любовь. Но это не страсть какая-то, когда все кипит, горит. Нет, это именно искренность, это доверие, это взаимоподдержка, это тепло, тепло души. Прекрасно. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Но если мы тут где-то какой-то ляп совершим, да, или где-то что-то прошляпим, или куда-то поспешим, или надеемся на авось, мы можем, правда, где-то сглупить в чем-то. Все-таки конкретно нам карта говорит о том, что это вообще по этой колоде? Хаос перед началом творения. И значит, мы должны все подмечать и быть вот в своих собственных энергиях, не воодушевляться чем-то через меру или не думать, что нам придут на помощь, кстати. Надеемся мы сами на себя. Есть, видимо, в вашей жизни еще что-то, что не определилось окончательно. И еще, словно в какие-то кружева не выстроилось. И поэтому для вас нужно как и пользоваться собственной интуицией, так и предполагать, наверное, что обстоятельства никогда не бывают постоянными. Они в любой момент могут поменяться. И поэтому мы не должны где-то какую-то оплошность совершить. У каждого по-своему, потому что аркан нулевой – это старший аркан. Давайте посмотрим, что нам помогает рационализм, нам какой-то холодность. Посмотрите, вот все то, что со знаком у нас как бы идет плюс, холодные карты, а то, что чему сейчас не время, вот какой-то энергии, да, какому-то реваншу не время, проявлять, может быть, настойчивость в чем-то или настаивать на своем, потому что шут идет под ноги, буквально не смотрит, а он уже на краю обрыва. Вот и мы не должны оступиться, мои дорогие. Поэтому ну, где-то энергию на благие дела, а если какие-то... Вы, к примеру, оказались в какой-то новой обстановке или нужно решать какой-либо вопрос, так это тут тоже надо делать где-то с позиции, ну, здравомыслия, хладнокровия, какого-то расчета, может быть, и математического подсчета. И по королеве мечей, что нам помогает, это прообраз Юдифи. Она не смогла бы совершить вот этот свой героический поступок в одиночку. Я надеюсь, все знают этот исторический библейский факт. Кто не знает, можете почитать. Так вот, она бы не смогла совершить его, если бы она рассказала о своих намерениях, куда она идет и что она будет делать. При всем при этом, а ведь она транслировала какое-то дружелюбие. Ей пришлось на время одеть какую-то маску, словно на себя. И ей это как и помогло, так это ее и обезопасило. Поэтому для вас это тоже будет все очень важно. И мы вовремя от чего-то должны отказаться. И об этом тоже нам говорит карта. Все-таки наша королева держит меч. Собственно, что и сделала Юдивь. В помощниках у нее была служанка, но даже служанка не знала о далеко ее идущих планах. Она ей была нужна, ну вот именно на тот момент, когда это было необходимо. По крайней мере, по историческим описаниям не было подготовки у служанки, поэтому нам будет, может быть, важен такой человек, который нас воспринимает такими, как мы есть. И мы можем что-то вот так хладнокровно совершить, и нас как будто должен человек просто понять или принять какую-то нашу ситуацию, которая сложилась на данный момент. Или человек может быть в той же самой ситуации. Вот правда, тут как будто вот как наподобие с Юдифью. Что-то подобное может, ну, понятно, не до такой степени, мои дорогие рыбы и рыбки, но, видимо, какое-то важное событие в вашей жизни, оно словно на пороге может стоять. Поэтому как уметь управлять собственными эмоциями, как что-то просчитать, так и надежные люди для нас будут очень важны. Немногословность и принятие обстановки такой, как она есть. Абсолютное хладнокровие и подмечать все в мелочах. Вот это все нам помогает. Дела, работы, бизнес. Никуда мы не торопимся. Мы можем столкнуться с харизматичным лидером. Но где-то и мы можем быть в таких энергиях, да, когда мы хотим решить какой-то вопрос. Но
Может быть и человек, и не важно, что у нас выпадает именно король. Это может быть не обязательно мужчина, может быть и девушка, может быть и женщина, харизматичный лидер, который, ну, где-то на своей волне что-то задумал. С одной стороны, есть какой-то посыл, энергия что-то осуществить. Но ведь короля-то жезлов тоже отличает искренность, честность в первую очередь с самим собой. Белый цвет, который в этой колоде говорит как раз о чистоте как и помыслов, так и об искренности. И здесь перья белые, то есть он честен сам с собой. И в этих картах тоже как вот голубовато-белый какой-то фон идет. Поэтому для вас знать, что есть на самом деле, какую-то правду в течение недели, чтобы не замылена она была как каким-то посылом, импульсом, так и какими-то чересчур эмоциями или какими-то глубокими философствованиями. Вот здесь вот надо отслеживать от начала до конца, как какой-то момент, как обстановку, так и какая-то ваша цель. Даже если вокруг что-то меняется, она как будто не должна сбиваться. Но сами мы не ускоряемся, наверное, где-то в энергиях вот этого самого лидера, который присел обдумать перед тем, как что-то сделать. Не торопитесь, мои дорогие, правда? Но два короля выпадает, и значит, есть какая-то поддержка у вас, это точно, определенно. Давайте мы посмотрим, что у нас в финансах. Может быть, какая-то неразбериха. Или нужно решить тот или иной вопрос по финансам, и пока как это сделать будет решить достаточно сложно. Вообще это информационный хаос. И поэтому, может быть, какая-то финансовая тема будет просто перемежаться с какими-то новостями. Пришла одна новость, в обед пришла, допустим, вторая новость, к вечеру пришла третья. Предыдущие две отменила. Может быть, так или иначе, какой-то вот вихрь, вот этот хаос перед началом творения, может быть где-то и в финансах. И он зависит или от обстановки, которая вас окружает, или еще какие-то перемены происходят, и сложно с чем-то определиться. Поэтому, ну, наверное, деньги мы не тратим. И по этой карте мы не включаемся в какие-то дела. Мы не должны, может быть, обещать кому-то что-то. Не только, кстати, по финансам, но и буквально, может быть, по нашим действиям. В какой-то вопрос мы не должны включаться. Нам говорит карта: держись сторонним наблюдателем. Может быть, к вам за помощью будут обращаться, а вы как будто тут больше на самосохранение, или а, какой-то ваш план не должен пострадать. Давайте в личной жизни. Правда, много будет новостей, но как минимум одна какая-то приходит и где-то может перекроить все ваши планы. Мы можем отправиться туда, куда мы не собирались, или мы собирались, но как-то попозже, а здесь придется и быстрее действовать. По карте Принц Жезлов это, правда, есть наша какая-то готовность осуществить какой-то проект. И мы держим руку на пульсе. У кого-то это может быть, как человек вам приезжает и приносит новости, что-то вы тут будете как-то корректировать. Так может быть и известие, которое приходит на ваш порог, и тоже потребует от вас каких-то либо действий, либо откликнуться на что-то. Мы не сможем оставить на потом. Поэтому, с одной стороны, мы сами не ускоряемся. Какого-то импульса здесь тоже стоит избегать, как и риска. Но будет, видимо, и то, с чем провзаимодействовать нам определенно придется, и не упустить какой-то момент. Про любовь нам сказали именно больше, да, мы не избежим, как бы. И, видимо, какой-то союз действительно благословлен ваш, если таковой имеется. Или, кто знает, может быть, к нам кто-то придет, пожалуй, больше с позиции, как именно тот друг, который нас воспринимает, я повторюсь, такими, какими мы есть. Но есть еще какая-то многозадачность на неделе и вопросы, которые вам придется решать, и они будут стоять на повестке дня, видимо, более активно, нежели, увы, даже личная жизнь. Но это говорят карты, а у каждого из нас какая-то своя история, мои дорогие рыбы и рыбки. Поэтому перекладывайте на себя, будьте счастливы и любимы всегда.